Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами о таком необычном упражнении, как тест гибкости прыгуна. Поехали! Сам тест заключается в следующем. Например, во время выпада правой ногой вперед вам необходимо рядом со своей пяткой коснуться правым локтем земли. В случае успешного выполнения данного упражнения мы с вами можем четко понимать, что у человека все очень хорошо с гибкостью и с подвижностью тазобедренного сустава. А теперь, посмотрев на данное упражнение, попробуйте сами дома проделать то же самое и напишите в комментариях, получилось у вас это сделать или нет. А те, кто не смогут выполнить данное упражнение, напишите, пожалуйста, ваш вес, рост и возраст. Очень интересно было бы это все узнать и проанализировать. Ну и давайте немного расскажу, что необходимо делать для того, чтобы добиться такого результата. Для начала вам понадобится отрабатывать самые обычные выпады, которые мы с вами делали на физкультуре в школе. После того, как вы отработаете обычные выпады, вы можете начинать отрабатывать широкие выпады, то есть чтобы ваше колено впереди стоящей ноги смотрело не прямо, а под небольшим углом. Если правой ноги, то вправо, если левой, то влево. Так как данное упражнение является довольно-таки простым, сразу хочу перейти к следующим этапам, которые вам потребуется изучить для того, чтобы добиться необходимых результатов. В первую очередь, во время выполнения данного упражнения вам необходимо понять, что ваша грудь не должна касаться колена, которое у вас выведено вперед. То есть вы должны плечом пройти во внутренней части своего колена и попытаться дотянуться локтем. Если у вас не получается сделать данное упражнение, то начинаем его упрощать. Для начала заднюю ногу ставим на колено, тем самым уменьшая натяжение задних мышц бедра. После того, как вы поняли принцип работы вообще вашего тела, то есть каким образом у вас должно тело зайти именно во внутреннюю часть своей ноги, вы начинаете с попыток коснуться локтем пола, но не обязательно это начинать делать рядом с пяткой. То есть вы можете подложить небольшой брусочек и на расстоянии порядка полуметра от своей пятки попытаться задеть. То есть в данном случае здесь вы намного больше можете включить спину и попытаться завернуть. Когда вы будете пытаться задеть напрямую уже около пятки, тут намного сильнее необходимо будет работать уже и за счет самого таза, и за счет плеча. Поэтому начинаем с небольшого расстояния от пятки в 50 см, 40, 30, 20 и постепенно доходите до полноценного упора. Для тех, кому данное упражнение кажется очень простым, есть несколько вариантов усложнения его. Первое — это подложить под ногу небольшую возвышенность порядка 10 см и попытаться повторить то же самое. И вот здесь уже люди, обладающие даже самой хорошей растяжкой, могут зайти в тупик. Дело в том, что это упражнение никак не связано со шпагатом. Само собой, люди, которые обладают шпагатом, вполне возможно смогут намного легче адаптироваться к данному упражнению. Но я не то чтобы далек от шпагата. Мне не хватает до полноценного седа, наверное, порядка полуметра. И то, что вы сейчас видите на своих экранах, записывалось после полуторачасовой тренировки ног. Мои мышцы были довольно-таки сильно забиты. И то, что я делал, это далеко не мой максимум. То есть данное упражнение я абсолютно всегда могу сделать на холодную. То есть я могу прийти в начале тренировки, не разминаясь абсолютно. Даже если я месяц ничего не делал, я без проблем могу локтем задеть пол рядом с пяткой. Теперь по поводу индивидуальных особенностей. Само собой, люди, обладающие меньшим весом, то есть более худые, смогут данное упражнение сделать намного проще. И сейчас объясню, с чем это связано. Во-первых, меньший объем мышечной массы в ногах. Это само собой, то есть человек с весом в 60 и с весом в 100, необходимо понимать, насколько сильно надо извернуться, чтобы настолько объемные ноги при небольшом росте не мешали зайти внутрь. Но сразу же скажу, это все отмазки. Если у вас есть лишний вес, то вам это будет мешать. Если вы обычную мышечную массу имеете и вы работаете со своим телом функционально, то есть вы развиваете себя в плане растяжки, потому что был момент, когда я тренировался, был на пике своей формы, у меня объем ноги был очень близок к объему талии, то есть объем бедра у меня был порядка 60 сантиметров. Я найду эту фотографию и покажу вам, как у меня вообще выглядели ноги. И это мне никаким образом не мешало делать это упражнение как на холодную, так и на горячую, то есть после тренировки, как заминку. Это абсолютно все я мог сделать. То есть вам необходимо понять, что к этому упражнению необходимо прийти и придерживаться примерно такой подвижности своего тела. Я не говорю, что я делаю его ежедневно, я могу его делать раз в год, но я понимаю, что у меня уровень моей подготовки, растяжки и подвижности моих конечностей должен всегда соответствовать тому, что я могу сделать это данное упражнение без каких-либо проблем. Данное упражнение довольно-таки популярно среди легкоатлетов из Америки.
То есть большинство из них действительно очень часто это практикуют, то есть они полноценно разминаются, перекатываются. Но это вообще отдельная, думаю, тема для ролика. То есть сейчас я здесь вам хотел показать то, что это мини-тест текущих возможностей вашего организма. Данный тест, как вы понимаете, несет в себе ознакомительный характер, то есть при выполнении его вы можете понять, насколько хорошо вы развиты. Именно в плане растяжки задней части бедра и подвижности тазобедренного сустава. Это далеко не единственный тест, которым можно побаловать себя. Вот, например, есть еще такое упражнение. Оно является более сложной вариацией теста гибкости прыгуна. Само собой, оно выполняется во время обычного выпада, но я настолько хорошо норовился, что без проблем стоя могу сделать то же самое. В этом нет абсолютно ничего сложного, просто необходимо немного поработать над собой, поработать над растяжкой, и все у вас получится. Также существует еще один тест гибкости, но в этом ролике я не буду о нем рассказывать. Но, возможно, вы знаете, что это за упражнение. Скорее всего, с ним встречались легкоатлеты и, возможно, волейболисты. Поэтому, если вы знаете, что это за тест, то напишите о нем в комментариях. Мне было бы интересно узнать, хоть кто-то, кроме меня, вообще знает что-то об этом упражнении. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забудьте в комментариях написать, получилось ли у вас задеть локтем пол. Ну и как всегда по традиции не забываем поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны, нажимайте на колокольчик. С вами был Егор Пупынин, всем удачи, пока!